супермаркете Остина царила привычная суета. Покупатели спешили заполнить тележки. Кто-то набирал продукты на неделю, кто-то держал в руках лишь пару батонов хлеба и молоко. Воздух был пропитан запахом свежей выпечки из пекарни у входа и легким ароматом дешевого стирального порошка, который выставили акцией у кассовой зоны. Шум сканеров, писк кассовых лент, звон монет и обрывки разговоров сливались в гул, обычный фон большого магазина. И вдруг этот фон словно оборвался. Когда к кассе подошел высокий мужчина в идеально сидящем костюме, отливающем под неоном дорогой тканью, вокруг будто стало тише. Его уверенная осанка, дорогие часы на запястье и сдержанный взгляд сразу выделяли его из толпы. Казалось, он был здесь случайным гостем, человеком из другого мира. Кассир провела карту через терминал. Писк. Отказ. Попробовала снова. Второй раз. Третий. На экране упорно загоралось одно и то же слово. Мужчина чуть дрогнул в лице, но не проронил ни звука. Толпа за его спиной оживилась. Несколько человек переглянулись, кто-то скривил усмешку, кто-то с любопытством вытянул шею. Девушка-кассир едва заметно прикусила губу, стараясь не рассмеяться, но в ее глазах уже плясали искры насмешки. Мужчина, Джеймс Хартли, почувствовал, как тяжелеет дыхание. Он опустил взгляд, стиснув зубы так, что на скулах выступили жесткие линии. Рядом стояла маленькая девочка, Эмма, держа его за руку. Она не понимала сути происходящего, но видела реакцию людей и чувствовала напряжение взрослого, которому доверяла. В ее глазах мелькнула тревога, смешанная с детской решимостью. Для окружающих он был всего лишь незнакомцем, у которого не хватило денег на покупки. Никто не подозревал, что перед ними стоял миллиардер, человек, привыкший распоряжаться состояниями, строить небоскребы и управлять жизнями тысяч людей. Все, что составляло его власть, в тот миг исчезло, оставив только обнаженное унижение. И тогда произошло то, чего никто не ожидал. Эмма медленно разжала ладонь и достала из кармана несколько мятых купюр и горсть мелочи. Ее маленькое сокровище, бережно собранное за долгое время. Она молча протянула деньги кассиру. В супермаркете повисла гробовая тишина. Люди, секунду назад готовые разразиться смехом, замолкли. Каждый почувствовал неловкость, когда осознал, ребенок проявил больше доброты и щедрости, чем взрослые вокруг. Кто-то поспешно отвел глаза, кто-то наклонил голову, делая вид, что разглядывает ценники на жвачке. Джеймс не шелохнулся, но внутри него что-то изменилось. Там, где долгие годы жила лишь гордость, медленно пробивался росток смирения. Позже, уже вечером, он оказался у дома девочки. Небольшой, обшарпанный, с облупившейся краской на крыльце, он стоял в тихом районе на окраине города. Внутри было тесно, но тепло, запах жареных овощей, старые, но чистые занавески, фотографии на стенах. Это место было бедным, но наполненным любовью и заботой, тем, чего Джеймс не находил ни в роскошных апартаментах, ни в залах заседаний. Там он понял, богатство измеряется не цифрами в банке и не башнями из стекла, а способностью делиться последним ради другого. Через несколько недель страна узнала о новом фонде Джеймса Хартли. Он помогал семьям, страголен с оплатой жилья, продуктами и учебой детей. Средства направлялись туда, где их действительно ждали. Газеты писали о миллиардере, который вдруг сменил курс. Но в центре этой истории всегда оставалась девочка Эмма. Ребенок, который, протянув 3 мятых купюры, напомнил взрослому человеку, что самое ценное в мире – это доброта, простая и неподкупная. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.